Добрый день, друзья! Прошло всего 2 недели, но мне очень хочется вам показать орхидею, которую я купила уцененную. И не разбирая ее корни, без применения каких-либо химикатов, оставила в покупном грунте для того, чтобы и нарастить ей корни, и дать ей возможность адаптироваться самой в моих условиях. Часто вам рассказываю о том, что не нужно сразу разбирать орхидеи после покупки. Не цветущие, которые мы покупаем с вами в идеальном состоянии, не уценки, которые стоят, конечно же, копейки по сравнению с дорогими, хорошими орхидеями. Я за свой 20-летний опыт и покупки, и выращивания орхидей прошла все эти стадии. Когда нет возможности купить хорошую большую орхидею, цветущую, тогда очень хочется купить уценку, спасти ее именно для того, чтобы спасти. Но всегда обращаю ваше внимание, что уценка уценке рознь. Вот эту с вами мы уценочку взяли. Я вам ее показывала. Да, она неплохая. И стоила она всего 150 рублей. И у меня был выбор. Взять уценку с гнилым стволом. То есть была полностью черная. Вот здесь вот все. И вот в этом случае я понимаю, что спасти ее будет практически невозможно. Поэтому уценки нужно тоже выбирать. Постараюсь вам прямо в магазине, когда будет много уценок, снять и показать, как выбрать уценку. Для того, чтобы вы получили удовольствие. Во-первых, вы ее спасете, а во-вторых, деньги не будут выброшены зря. Вы увидите не только рост этой орхидеи, но и цветение. И давайте посмотрим, что же у нас произошло за 2 недели. Мы ее с вами обработали. Протерли листики, поставили на карантин. 2 недели она стоит на карантине, не в коллекции. Когда ее обрабатывала и что я с ней делала, ссылочку на это видео я как раз всегда оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео, и какие результаты за 2 недели. Кто-то написал, корни-то хорошие у орхидеи. Да, неплохие корешки есть. Начали расти корни внизу, начали раскукливаться. И посмотрите, что творится от шеи. За 2 недели один корешок 2 сантиметра. На шее пробивается маленький-маленький корень. И здесь еще 2 маленьких корешка. Начал расти новый листик. Эти сухие корни, видимо, никакого влияния не оказывают. Но, как я вам и говорила, вот этот темный окрас корней, здесь был держатель, палочка, которая дала окраску этим корням. Но если они засохнут и пропадут, в этом ничего страшного. Посмотрите, как орхидея начала активно растить корни от шеи в этом же покупном грунте. А эти 3 уценки мы с вами пересадили. Одна растит цветонос, хотя я не очень люблю, когда такие уценки дают цветоносы, но этот мы оставим, посмотрим, какое будет цветение. В самом плохом состоянии, с очень большим количеством гнилых корней, это вот эта орхидея халифа. Но после пересадки и здесь появились прекрасные корни от шеи. Лист продолжает расти. Не хочу, чтобы они сейчас цвели, поэтому никаких стимуляций после пересадки таких орхидей я не делаю. Только поливаю с равноценным удобрением. Вот еще одна орхидея. И тоже
прекрасный рост корней от шеи. Но эта орхидея решила расти корни не только от шеи, а вот здесь в пазухе листа появился, это не цветонос, это корешок. После пересадки орхидеи сначала адаптируются, начинают первым делом пускать корни, а потом начинают расти листья. Поэтому давайте с вами без реанимации, без танцев с бубнами, не пересаживая орхидеи, добиваться их роста и даже без химикатов. Даже без применения нашего любимого Максима. И, может быть, и моего любимого Максима, как все пишут. Вот так. Вот такие успехи. Я думаю, что мы с вами еще попробуем купить орхидею, может быть, с гнилыми корнями. Может быть, которая не держится в горшке. Ну, в общем, выберем. Еще и еще сделаем такой эксперимент. Но я думаю, что на этих орхидеях уже видно, что можно и нужно не пересаживать орхидеи, а дать им в их покупном грунте, в их старых горшках нарастить корни. И тогда вы забудете, что такое реанимация орхидей. Будете пересаживать, добиваться цветения и любоваться своими орхидеями. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.